Это очередная серия с нашей семерочкой, на которой мы решили достигнуть мощности 700 сил. И это будет новое приключение, новое злоключение, я бы сказал. Вы увидите продолжение нашей истории, потому что всего пока до этого была одна серия. Вот. И мы постоянно сталкиваемся с тем, что нужно для наших проектов находить и выкупать какие-то автомобили. И я хотел бы вам сейчас сразу до начала всех событий рассказать о проверенном способе. Аукцион CarPrice – это проверенный инструмент для выкупа автомобилей с пробегом, чтобы выгодно выкупать машины, которых нет на досках объявлений. Используя CarPrice, вы можете получить доступ к фишкам, которые помогут вам выгодно выкупить авто и поднять денег на перепродаже. А именно, более 300 уникальных машин с пробегом по всей России и каждый день с доставкой в твой регион. Аукцион автомобилей из корпоративных автопарков лизинговых компаний. Закрытые аукционы для профессиональных продавцов авто. Машины от собственника по цене, которую предлагаешь ты. Чтобы оценить все ништяки использования CarPrice, регистрируйся по ссылке в описании. При звонке из техподдержки скажи, что ты перекуп. Пользуйся CarPrice 2 месяца бесплатно. Не зевай, это отличный способ заработать. Все, что здесь есть, я создал ради нее. Все это ради нее, а она... Простите меня, старина. Нельзя вернуть прошлое. Нельзя вернуть прошлое. Нет. Ну, конечно же, можно. Конечно, можно. Я все устрою в точности, как было раньше. Если бы я только мог вернуться к началу. Если бы я мог вернуться к началу, я бы все изменил. Простите меня, старина. Через 100 метров ее разматывать начал. Ну что, друзья, всем привет! Вы давно спрашивали, где находится желтая Супра. Почему вам давно ее не показывали? Ну, очень много за последний год произошло с ней изменений. Теперь она стоит в шоуруме, потому что автомобиль реально практически в заводском исполнении, в заводском состоянии. Очень много запчастей на нее искали, чтобы прямо вот вернуть ей это состояние. Какие-то радиаторы, какие-то мелочи, какие-то пластмассочки. И вот она уже практически готова. Сейчас мы вам ее покажем. И сегодня мы обязательно на ней заедем против моей Жиги, в которой 700 сил, 300 сил, 400, ну 400 на самом деле на сегодняшний день. Заедем мы сегодня с Супрой, заедем мы еще с Nissan 300 ZX. Это легендарный автомобиль. Мы его видели в одном из фильмов, и все его запомнили. Обязательно напишите в комментариях, какой фильм. От меня будет респект. Ну что ж, смотрим на Супру, во что она превратилась за последний год. Ну как, впечатляет внешний вид. На самом деле в нашей стране осталось очень мало этих автомобилей. Стоят они очень дорого. Также запчасти на них тоже стоят сейчас космос. Найти оригинал практически, очень тяжело. Кто бы что ни говорил, что полно всего, эти люди просто реально не сталкивались с восстановлением этих автомобилей в заводское состояние, потому что большинство из них, конечно, это затюненные варианты, либо какие-то заколхоженные, либо какие-то уже полутрупы. Цены на них начинаются, наверное, где-то от 2 миллионов. Те автомобили, которые я бы себе лично не купил, это по моему убеждению. Все-таки автомобиль должен быть достаточно свежим, без колхоза, чтобы вы там не доставали из него проводку и не раскладывали на своем диване в своей детской комнате или в кабинете, и не разбирались с ней, чтобы автомобиль был максимально приближен к заводу. Просто под подводные условия пилот настраивает автомобиль. Ну а что? Я думаю, сейчас начнется самое интересное. Как раз наша Жига не соответствует этим всем требованиям, но тем и интересней. Знаете, что неправильно делаете? Ее уже надо беречь. Она становится потихоньку... Раритет, да. Это я в этом году выехал второй раз. Оставил дочери, и она мне за год 40 тысяч нахерачила. На этой машине? Да. Она уже переходит в разряд коллекционных и машин, которые в таком состоянии днем с огнем не найдешь. Знатоки, напишите в комментариях, что это означает. Ты должен все вот знать. этого не знаю, что это такое. Я знаю то, что передние фары от такого Ниссана ставили на Lamborghini на заводе и вверху планочку приделали пластиковую, чтобы не было видно надпись Nissan. Ну где Супра? Вот надо рядом их ставить
и снимать их вместе, потому что они обе достойны. Они, кстати, конкурировали в свои года. Я специально Супру поставил шоурум, чтобы выходить, смотреть, и поднималось настроение. Надо делать два зала, делить. Да. Но будет янгтаймер и современные машины, там, ютубовские. Зал менеджера Антона. Еще один, да? А расскажите, где же вы такую красотку-то взяли? И как эта вообще история случилась? Я ее первый раз увидел в 90-м году. Я в нее влюбился. Ну вот и взял ее. У японца, у Акиры забрал в 2006 году. 40 тысяч пробега. Пригнал с Японии и сюда перегнал ее. Я ее взял за 6,5. Был у меня и VRX STI, и Skyline был. Нет, вот это любимый мой автомобиль. Потому что машина для души у вас. Очень, очень для души любимая. Вот, кстати, 32-й кузов из всех Z-ах. 32-й кузов, самый любимый. Мальчики обычно покупают игрушки в таких маленьких коробочках. Когда мальчики вырастают, у них приходят вот такие коробочки. А в этой коробочке, тут не будем отрывать, там машина. Немножко в разобранном состоянии. но Просто там угадайте, машина. какой это автомобиль. Просто машина. Вот видно, вон там диск тормозной, и вот здесь диск тормозной. На кого сегодня ставишь? Семерка, Супра или Nissan 300Z? Можно услышать, что у всех под капотом. У семерки где-то по замерам 340 сил, предварительно расчетные 400. У Супра где-то 280-300, у Ниссана 230. Все на заднем приводе. Ну, не знаю, на семерку поставлю. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got we will rock you. За год у нас было сколько колоссальной работы сделано с Супрой. Уже, наверное, и не вспомнить или вспомним. Разобрана была. То есть, знаете как, вроде была вся собранная, вся комплектная. А когда начинаешь разбирать, хочется все выкинуть и поставить что-то новое, что-то другое. Соответственно, вся разбиралась, кроме кузова. Кузов не красился, а так разбирался салон, снималась панель, разбиралась вся, по большому счету, до голого кузова. Ну, по новой все максимально к заводу собиралась шумоизоляция, покраска, то есть максимально собирались все пистоны оригинальные, все, что можно было заказать и найти, что еще доступно, покупалось, что недоступно, искалось бэушное. Ну, бэушные там же проблемы явные, да? Проблемы нету ничего, ценник очень дорогой, повыгребали, я так понимаю, в 2000-е годы, когда был бум тюнинга, и не ценились там ни бампера, ни стоковые колеса, все выкидывалось, ничего не стоило, то сейчас где-то найти, даже бэушку купить с машины, достаточно большая проблема. Диски колесные, вот 17-е оригинальные, купили за 80 тысяч, нашли они в группе, за год один раз выскочили, 20 тысяч восстановили их, отреставрировали. Ну и 100 тысяч резины Michelin Pilot, вот 200 тысяч элементарные, страшные, родные стоковые колеса. Поэтому все искалось, что можно перетягивалось, что можно находилось в бэушном состоянии. Ну, еще делать и делать, потому что там всякие вот мелочи, пластмасски, которые надо искать, менять. Немножко устаешь, хочется прокатиться. Надо прокатиться, а потом начать сначала. Сегодня прокатимся. Надеюсь. Ты видел сегодня, какая бойня будет? Прикольно. Ну даже не бойня, бойня это не то назвать, это красивые заезды, это элита нулевых, 90-х, турбо Супра на механике и Атма Зетка на механике. Обе машины на заднем приводе. В противостоянии этим двум машинам он просто белый жигуленочек. Дедовский. Ну, дедовский, не дедовский, а капот открыт, значит, что он там, дед накручивает, жиклеры накручивает на карбюраторе. Мехприус второкамерный карбюратор. Второй карбюратор прикручивает. Дворники сломались. Даже дворники японские, щетки. Обалдеть. А смотри, насколько все ради аэродинамики сделано у этой машины. Вот иди сюда.
Смотри, выемка под щетку дворника даже есть, чтобы щетки были максимально утоплены в кузов. То есть аэродинамика. О, я где-то в период с 20 до 25 лет очень хотел Супру. Мне нравится Зетка, но болею я за Жигули. Ну, потому что ты жигулист. Дворники сломали, сейчас веревочки привяжем, я буду на пассажирском сидеть, за веревочкой дергать и дворнички вот так вот. Ждет на заезде уже на трек-стрипе. 5 минут, бланч выставим и поедем. Ее нужно рассматривать в деталях. Эти надписи какие все вот крутые. Понимаешь, никто в России, насколько я понял, не сделал большой фронтальный интеркулер и активную губу. Надпись на рамке номера, смотри. Toyota. То есть мне сказали, невозможно супрочатие. А я переварил интеркулер, поменял местами с радиатором и установил губу. То есть у меня 3 в 1. Смотрите впереди. Ух ты. Диски колесные и те А оригинальные. если в салон там заглянуть, там вообще будет эстетический оргазм. Блин, она как новая вообще. Да. И продается, кстати, продается. Так, и что это дает? Это опция, которая ценится только любителями Супры и людей, которые любили Форсаж. На скорости 90 выезжает, ну, а-ля для прижатия, да, скорее всего. Ну, больше, наверное, несет декоративную функцию. И их всегда выбрасывали, потому что установить передний фронтальный интеркулер было невозможно. Механизм от этой губы мешал ему. А в супрочате спросил, сказали, никто не делал, никто не сделает. А я сделал. Но мы сейчас семерочки там подкрутим. Подкрутить, да? Давайте так, стоковая машина, вы можете попробовать. Можете попробовать. Там стандартный мотор со стандартной прошивкой, никаких бустапов, ничего нет. То есть стандартная Супра с механической коробкой, вот как она, например, была там в 2000 году. Я не знаю, какого года эта машина. Но рестайлинговая, наверное, года 2000-го она и есть. Может, 97-го. Крик со стороны Жигулей: у нас технические неполадки. Все-таки Жигули это есть Жигули, сколько ты миллионов не вбухивай, все равно что-то да есть. Ну, в принципе, это Жигули. Это ожидаемо, да? Да. Моя машина сзади нее стоит, там опасно. Поршень вылетит из трубы. Короче, старт настраиваем. Да по плану. Ланча нет? А, ты просто настраиваешь, корректируешь. Все, понятно. Это наш шифер дезинформировал, говорит, у нас технические неполадки. Просто под подгодные условия пилот настраивает автомобиль. Ух, она дует жестко. Тут совсем вяло, да, Миш? Да какой? Она просто буксует. Она буксует, зацепа нет. В любом деле, будь то езда на быстрых тачках или построение своего дела, очень важны настойчивость и знания. Если вы хотите добиться успеха, то первое вы должны взять на себя, а со вторым поможет школа бизнеса Тинькофф. В общем, расскажу вам немного подробнее. Школа бизнеса Тинькофф – это среда для предпринимателей, которая поможет запустить новый бизнес или развить уже существующий. Вы получите бесплатный доступ к прикладным курсам от предпринимателей и опытных экспертов. Например, есть очень полезный курс «Как начать продавать на Озон». Он поможет зарегистрировать свой бизнес на Озон, выбрать подходящую для вас схему работы и разобраться в финансовых вопросах. Курс, кстати, одобрен самой площадкой. Все курсы делают предприниматели практики, которые зарабатывают на своем бизнесе, а не на продаже курсов. А еще важно, что в школе бизнеса есть целое сообщество и нетворкинг с экспертами. Поэтому вы сможете наладить связи и получить нужный совет от опытных предпринимателей. Там же вы найдете другие полезные материалы, чек-листы, вебинары, интенсивы и другое. И все это вы получаете абсолютно бесплатно. Достаточно перейти по ссылке в описании и зарегистрироваться в школе бизнеса Тинькофф. Правда, ведь масса удобств. Ну а мы пошли гонять дальше. Очень жадная газель. Как Миш, очень жадная газель. Очень жадная газель. Че, у тебя тоже зацепа нет? А мы делали ставки, что ты самый зацепистый из нас. Вот она, злюка. Так, ну, вроде
что-то настроили, да? Немножко. Слушай, а такой вопрос, просто мне посадили шифера снимать, и я очень очкую. Ну, дай бог, чтобы так было. Она чуть раньше стартанула, Жига не смогла догнать, но и стала отставать. Что делаем? Еще вкидываем 500? Нет, подожди, пусть еще раз едут. Леха с Зеткой сейчас поедет. Вот это зло. Миш, а может у тебя руки какие-то, знаешь, неровные, что правая полоса раньше стартует? Сегодня одни заднеприводные какие-то собрались. Я полноприводный. Может, Теслу завести? А? Может, Теслу завести? Я могу с Жигой заехать и могу с Супрой заехать. Так ты можешь и с Жигой заехать, и с Супрой, и с Ниссаном. Зацепа нет. Конечно, ты их выиграешь на полном приводе. Перезаезд. Ниже некуда уже, по-моему. Так. Потому что она буксует. Ну, вторая передача, уже мы с полгаза едем. А мы можем красиво в дым прямо стартануть? В дым можем. Что все ж требуют показать 700 сил. Где они, предъявите? 700 пока нету. О, а ты сидел здесь. Я же снимал эту мету. На самом-то деле, поначалу было очень страшно. Но я своим весом все-таки прижимную эту фигню делаю. Ну, чтобы сцепа вместо спойлера. Кому? Женьку? Ну да. Ну а что нам, Жень, надо, чтобы прямо эпичная бодро стартовать? Лето и еще... Да, она очень скользкая. Ну, сейчас вот буст бар был, сейчас еще опустил. Ну, она даже... Ну, вот со второй передачи мы уже едем полгаза. А потом, например, третья, четвертая, ну можно же потом... Третья буксует. Буксует? Да, вот сейчас опустили. Буст. Шифер пищал на ходу? Я его не слышал. Я хочу Супру проехать. Ты много на чем хочешь кататься, может тебе хватит прекратить? Зачем? Тест-драйвы уже. На BMW я хочу Супру проехать. А, я думал, ты на Супру. Не-не-не. Как Nissan? Со второй что-то захлебывается. Ну а когда-нибудь вообще гоняли на нем? Не-не, Просто только по драйву. так, для себя. Первый раз. Садись, Лёх. Лёха, 300, да, у тебя? А? 300 сил. 240, 250, я не знаю. Stage 2, дизель N47. 240 в стоке. Нет, 184 сток. Дождик идет. Мелкий, скользкий, холодный асфальт. Что сейчас получится, посмотрим. Слушай, а Жига где? Сзади где-то. Ох, офигеть, его мотает. Капец. Шифер там, наверное, кирпичный завод открыл. Что, так я еще сидел там сзади, и хоть какое-то место спойлера какую-то роль играл. Да ну куда? Она на всех передачах шлифует. Вообще, он ее сейчас поймал на дороге. Ты мечтаешь о такой, да? Да. А через 100 метров ее разматывать начало. Да. Я пожалел, что Шифера не посадили туда за руль. Ай, за руль? Да и можно пассажирам, это было бы интересно. Шифер в Бэхе поехал греться. Я думал, Шифер там уже кирпичный завод открыл. Говорит, леденеют у него жилы. Слышь, ну разматывает ее капитально. А, так это буст минимальный. Обалдеть. Так она на всех передачах. Что вы за зверя построили? Я не знаю, наверное, в следующем сезоне уже покажем. Иди в жопу садись. Спойлер давайте. Своей попой.
Сейчас растренируемся и поедем уже получше. И ты видишь, он начинает ехать только метров через 200. Интересно посмотреть, когда именно будет покрытие нормальное, и когда мы ее прокатаем, эту машину. Когда Теслы будут курить все. Значит, твоя? Моя в первую очередь. Я думаю, что был бы зацеп, она показала бы намного лучший результат. Погодные условия не те для «Жигуля». Ты его Он третью включил, и все, и все. И она не едет. Буксует, я имею в виду. Она, может, и едет. На спидометре, наверное, она едет. Ну в этот раз получше, кстати, было. Ну мы прям наравне шли, а потом все-таки ее начало швырять, подкидывать. Швырять. Ага. Я в зеркало видел, как она вот так вот. Жигули, они должны дрифтить, а не ездить по прямой. Да нет, Поэтому надо они ей надо 20-25 градусов тепла, солнышко, чтобы асфальт был тепленьким. И тогда она будет реализовывать весь свой свои потенциал. возможности. Ну, конечно. Когда у нас видосы пойдут нормально? Так будет теплее. Сейчас будем пробовать отпускать гейт. Руки надо погреть, а то подзамерзли. Руки грею, Лёв. Слушай, Жень, тебя мотало вообще первый заезд. Прям как на Кировадзе был. А сейчас ты третью включил и прям сразу накрываешь. Она запусковала. Ланч поднимем, чтобы она выпрыгивала. А буст опустим максимально вниз. Антон, я прошу прощения, как вы меня вчера назвали? Нет. Пенсионером, не пенсионеры против не мажоров. называл, Давайте мы, может, вот два пенсионера красиво на двух красивых машинах культовых, которые переходят потихоньку в раритет, да? Давайте с вами заедем. Давай. Но семерку разматывать даже через 200 метров. Ну, это, знаете как, я тоже, когда, помнишь, твой ГТР проехал первый раз, не полностью, и мотор попал в детон и положил мотор. И вот знаешь как... Заезд был, Да, я думал, да, что да, мы просто да. поехали мериться. Не-не-не-не-не-не-не. И вот знаешь как, в душе вроде поехало, вроде видел, что ГТР проехал, а вот того удовольствия, чтобы вот проехал, так и не было. И начал, да вот мотор положил, так и здесь, да нет зацепа. Мы заднеприводные, за рулем у вас профессионал, да? Не мы, а автомобиль. Автомобили. Звоню настройщику и говорю: Дэн, сделай, что хочешь. Я говорю, не может Волга проиграть ГТР. А он говорит: Серег, у нас, говорит, форсунки загружены на 90 с чем-то процентов. Я говорю, да хрен с ними. И помнишь, я тогда тебе сказал, говорю, Антон, возможно, у меня есть один заезд, чтобы попробовать. Я помню. Он супер хорошо цепляется. Наша цель это Супра желтый. Чтобы он потом не говорил в следующих сериях, что он проезжал семерку. Так это будет интересно. Сперва проезжает, потом выезжает. Сейчас подсушило асфальт, он сейчас должен лучше поехать. Я думал, нас Паша на гонках уже догнал. Так вот день за днем. Бернаут, давайте. Все. Развалилось. Там искры и все. Скорее всего, блокировка, да? Это что-то нехорошо, да, сейчас было? По-моему, сцепление срезало. По-моему, что-то было очень, потому что меня же переколбасило. Все, она уже не поедет. Поговаривают, Жига сломалась, пойдем узнаем. Первая есть. Ну и все, а что нам еще надо? По-моему, коробка приказала долго жить. Коробка. Да. Куста подняли в ланче и все. Ну она что-то не хотела, вернешь. Первый раз не раздулась, второй раз зацепилась и все. Вон кусок нашли какой-то. Может, не от нее? Ну, по идее, от нее. Мы запчасти нашли. Что там? Какая передача? Что случилось? Коробка? Коробка.
разлетелась. С чего запчасти? Так в машине так трухануло. Это я видел на том месте, где она заискрила, развалилась, вот это лежит. Или полуось срезала. Но было сзади, не с коробки, а сзади. С редуктора высыпалось. В салоне так дернул, что у меня аж вот так вот. Это не отменяет бернаута. Подожди, это прошлое, это будущее, да? Это не отменяет красивого бернаута на желтой Супре. Договорились. А где Супра? Так же там, где и Жига? Ну, догоняет, проезжает. Ай-яй-яй-яй-яй. Скорость 160, ну 150 была. На 150 он меня проехал. С огоньком. А может быть там есть буста? Померить бы ее. Уникальный автомобиль, уникальный. Превосходный. Это не прекратится никогда. Этот ремонт, постройка, достройка, доделка, переделка. Это навсегда. Все, теперь у него такая судьба. Она только будет в сервисе. И один выезд, один заезд и сервис. Тестовый, да? Nissan оказался самым стабильным сегодня, да? Вообще пофиг все. Что говоришь, цепа? Вал, скорее всего, и за собой Себа потянуло, не знаю. Надо будем разбирать. 2 дня. На следующий день, то есть, или может даже в воскресенье в это, да, мы выйдем? Посмотрим, снимем, посмотрим всю беду. Нам же надо додолбить их всех. Хорошо, сделаем. Ну что, Лех? На 150 он меня уверенно проехал. Да? Да, и потом переключился с огоньком. Я не думаю, что она сток. Все-таки бустапчик там, наверное, есть. Но даже если 280 заводских сил, она, по идее, все равно должна объезжать меня. А у тебя? Нет, Не, у тебя сколько? 240-250, там сколько, стейдж 2. Ну, хорошо едет Супра. А самое главное, красиво, вид имеет. Мечта твоей молодости тебя сегодня и И наказала, желтый да? цвет, да, класс, красиво. Но стартанул ты первым. Я чуть-чуть раньше, да, поехал. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Je t'avais moi, Да поеду. Ну, она там подразряженная. Это А от с кем? маски. От маски. А у с тебя кем? полный привод, ты поедешь. С нормально. Супрой? Да я задний Ну, Супра включу. быстрее всех. Свет. Да, А смысл. можно у тебя включить задний привод? Конечно. Ну давайте так, честно. Прошлое и будущее. Хорошо едет. На 150 прям уверенно вы меня проехали. Мне кажется, здесь есть бустап. А еще вопрос. Не получается, я не могу поймать, чтобы раздуться с места, вот чтобы и не забуксовалось. Хотя сейчас вот резина Вот сейчас хорошо было. Сейчас минимум букса было вот это пробовать. минимум, да? А чего человек говорит? Да блин, подстава, я ее подснимал, вот тут горел, вот тут, да? А сейчас не горит? А сейчас не горит. Это, видите, волшебная машина, она сама лечится. А что ты думаешь, пружинки вывалились? Разбираться, Олег. Может быть, вал, потому что первая передача там не включается. Вот кто бы что ни говорил, а самые быстрые и надежные решения для быстрых машин у BMW. Ну, опять-таки, BMW это запчасти каких годов? 90-х и начало нулевых. Но сравнить цену тойотовской коробки, там, не знаю, 4 BMW-шных коробки можно купить за цену одной тойотовской. Все, Жига удаляется. Супер, да валит. Валит? Ну да. Проехала? Нет, там нет, а ходом да. Ну, я сейчас смотри. Информация для тех, у кого Тесла, чтобы мне просто не писали в личку. А для тех, у кого нет Тесла, они все равно не поймут. Еще 35 минут до включения Insane Plus, то есть она сейчас нагревает батарею. И запас хода меньше половины, а когда меньше половины запас хода, она едет уже не свои заявленные 300. Ну, супер валит.
Ну ты доволен? Ну да, готов. А с Жигой доволен? Жигой пока нет. Пока нет. Она уже все уехала. Да? Своим ходом. Можно вас попросить еще раз с места? Братан! Ну просто я вот Какие 700? не получил того удовольствия, когда Тесла проезжает старичка. Ты так красиво с бернаутом ушел, вот этот заезд. Так вот, я Такая забуксовался. красота была, просто там дыма. Женек, ты вообще тут, я смотрю, глаза, раскайфованный, вообще вот такие заезды. глаза горят. Горят вообще. Обалдеть. Электричка со старта быстрее уходит. Ходом идут. Мы зафиксировали момент, в какой момент Супра обходит. Даже в отсечку. Ну что? Ну, расклад тот же. Ходом он чуть-чуть быстрее, но у меня полоса заканчивается. А давить до конца не могу, а туда не догоняю. Супра ходом прям вот молодец. Да. Я зафиксировал этот момент, где он тебя начинает обходить Так, ходом. на камеру, да? Да. И фиксировал, чтобы его вырезать. Да, чтобы это никуда не вошло. Короче, я так понимаю, что мы сейчас быстро делаем семеру, заряжаем полностью Теслу и встречаемся дня через 3-4, выбираем теплый день с хорошим сухим асфальтом и полностью перезаезжаем с этой Супрой. А он будет? Ой, что будет? Это ж Серега, он, конечно, будет всегда. Опять ты отмазки ищешь, не заряжен, холодно. Ну да, я ж Не прогрета сказал в батарея. самом начале, да, Как он, сейчас начнут как он тебя проехал, так ты сразу отмазали. А что, действительно у нее задний привод можно включить принудительно? Да, если поставить Теслы. там за 15 тысяч одну штуку, которая, ну, короче, типа сейф мод, там, factory мод, вот. И там можно передний включать, полный, ну, полный по умолчанию, и задний можно А включать. предохранитель просто вытащить Да, не получится. тут такой фишкой, наверное, не пройдет. Все, ждем хорошую погоду, принимаем этанол в течение 2 дней, на 3-й прекращаем, закупаем метанол и начинаем долбить. Так, ну мы решили для вас заморочиться, потому что Супра очень быстро ехала, и всем интересно, в первую очередь нам, сколько же там лошадиных сил. Поэтому перед тем, как мы будем делать перезаезды, как мы быстро соберем семерочку, мы сейчас на стенд загоняем Toyota Supra и проверяем, сколько же в ней лошадиных сил. Мы поспорили с Серегой, он говорит, будет 340, я говорю 320. Но мне кажется, истина будет где-то посередине, будет 330. Так что давайте сейчас посмотрим, что у нас получится, сколько у меня лошадиных сил. Ну а дальше я уже жду, когда мне семерку починят. Сломался в ней вал в коробке первичный. Сейчас мы его заменим, сцепление поменяем, корзину поставим усиленную. И в путь рвать Супры, Теслы и все, что там остальное нам попадется на пути. Сколько в ней вообще чего есть? Смотри, она сток JZ Второй, да, естественно. нулевик на впуске и нету каталиков. Все. Форсунки сток. Давай, наверное, и морду тоже привяжем, я так думаю, да? Конечно. Чтобы не бояться. за Но такую она красоту, ходом да? Теслу проехала. Тесла была в среднем режиме, но она ее проехала прямо хорошо. Отлично. Тогда вяжем мы за морду, я думаю, тоже полностью, чтобы безопасность была на уровне, да? Я супер!
масса талантов, но не спортивных, так что нет смысла тратить время. Эй, не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Понял? Если есть мечта, оберегай ее. Поставил цель, добейся. И точка. Маленькие хитрости, да? Чтобы еще на 5 лошадей больше было. Может 7. Просто мы поспорили. Я говорю 320, говорит 340 будет. Кто был прав, тот и платит, да? Да, я плачу в любом случае. Ну, уже 300. Это просто пробная прикатка. Так что Евгеньевич, наверное, победит. Что, Лех, отмерили все? Да, сделали 4 замера, 2 на 4 передаче, 2 на 5. Сейчас посмотрим, что нам более актуально будет на ней, и будем уже понимать. Да. Сейчас сравним замеры. Подожди, а что-то как-то много-то. Почему много? Нормально, 350. Так. Весьма даже адекватно. Но это на 4-й передаче. Нормальный замер. Да не, я вижу следующий замер, я немножко фигею. Ну подожди, это 5-я передача, она может быть нам неправильно показывает. Надо посмотреть, какая ближе к единичке у нас. 388. Но это 5-я, еще раз говорю, опять же. Ты же должен понимать, да, что мы должны мерить на максимально прямой передаче. Ну, давай глянем, есть что у нас за коробка стоит здесь, какая? Гитрак 161. Давай посмотрим, какая там, что это передаточная. Просто, получается, я Евгеньевичу должен ресторан. Да? Я тоже пойду. Лёха красавчик, на все машины мерит. Уже сколько? С 2018 года, да, приезжаем? Ну, а что, Style Custom, здесь и машины делают, и запчасти продают. Вы, по-моему, даже на Озоне, да, продаете? Ну, хотим туда зайти, будем думать. Мы же много чего делаем сами. И рейки делаем, и турбины, поэтому нам есть что продавать. И рейки там. делаете. И рейки, и турбины. И там пайпы Все гоночные. пайпы я покупал на Мерсе. Все ссылочки будут здесь, в описании к этому видосу. На МИГ-шоссе в Белгороде. Кто находится в Белгороде, в Белгородском районе, в Белгородской области, приезжайте. Можете померить свою тачку у Лехи. Вот, а у нас подоспели как раз передаточные числа. Так, первая 3,7, вторая 2,2, третья 1,5, четвертая 1,2. Ну, правильно, пятая у нас ближе всего к единице. И что получается, 380? Ну, да, получается у нас 389 сил. Ну, если правильно мы имеем, что Гитрак 161 это пятая передача 1,1, то это максимально близко. Да, 380 сил получается в этом аппарате. Теперь понятно все. А то я смотрю, он как-то хорошо Теслу объезжает ходом. Да, этот провальчик еще исправить, если будет вообще огонь. То есть у нас здесь, походу, одна турбинка не успевает включаться. Блин, он все равно ближе, значит, я его веду в башню отдыхать. Я нагадал 320. Сколько? 320 я сказал, что будет. Он сказал 340 будет. Ну, если можно, распечаточку, да. Чтобы все серьезно было. Конечно, на память. Я на Ты понимаешь, они ж потом в рамочку поставят. Ну вот как раз и снятый фильтр добавил от 280 стоковых 380. Снимайте фильтр перед заездом, да? Да, правильно делают, да, когда фильтра снимают. Все, погнали. დიდები როცა ქეძინათ ყველას ახლა გული მაქვს ისე რომ ამ გამზევებით ფეთქავს სადაც წაიღებს ქარი დროს Никто другой не может пройти твою дорогу.
только ты сам. Я много прошел по земле. Земля не может утомить идущего. Утомляет злость, неверие, отчаяние, одиночество. Лишь бы не уходило назад то, к чему стремишься, лишь бы не оставалось позади то, к чему спешишь. Утомляет злость, неверие, отчаяние. Ну что, померили мы Супру вчера буквально. Конечно, прифигели от того, что там 388-390 сил. И вот мы приехали еще к Жене, и вот думаю, вот мы ездили в Волгоград, посмотрели, как Вова на двухмоторной восьмерке мочит вещи такие, как Илюха там строит. Мы когда поедем? Потеплеет, поедем. Блин, хочется мотор еще сырой. Когда? Уперлись в сцепление. Где оно? Что с ним? Ломает. Ну, у нас же было сток. Нет, не сток. А что? Я уже, мы так долго делаем, что я уже забыл, что было. Не, было не сток, было Hyundai. Так, не, сейчас сделаем такое, усиленное, керамику уже поставим, но под родную коробку. Потому что потом, если будет коробка BMW, это опять все меняется. А коробку ты говорил, типа 4-ступку поставим? Да, но их нет хороших, 2 уже посмотрели. Ну. Просто сток 4-ступки? Вот это древний, 70-х Ну и годов. хороших нет. А где моя коробка? А где вообще моя машина? На улице. Это все на мою машину, да, Жижи? Где? Так она сейчас не разобрана или собрали? Я собрали, попробовали, назад стою снимать. Типа говно полное. Сланча 2 раза дали и все. А керамика когда приедет? На следующей неделе. И по времени что мы? Получается, мы до Нового года успеем ее еще подолбить? Если в корзину приедет, да, там делать. У вас тоже февраль, наверное, а мы еще до Нового года живем. Мы из прошлого, вот. Блин, ну надо, Жек, попробовать, пока погодка стоит, смотри, надорвать. Бернаут мы хотели сделать. Бернаут сделать можно. Перезамериться, 400 показать. На стенде можно. Просто эти усмешки читать тоже надоело. И потом все-таки порвать Супру или найти что-нибудь подобное. Если Супры не будет, значит что-то другое будет. Дай нам клятву, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Как-то не уверен. Будет все. Вот так будет у всех. Надо логотип переделать. Менеджер Антон, там же вот эти что-то 2 кружочка, ну как бы вот так. Простите, в очередной раз хочу перед вами извиниться. Вот мы взяли на себя обязательство разорвать всех на свете, но не получилось. Ну, не всегда так бывает. Ну, действительно хотелось, конечно, в этом сезоне и погонять, и много чего показать интересного. Но не всегда это у всех получается. Вот в Волгограде мы, конечно, очень сильно впечатлились Володькой на восьмерке с 2 моторами, как он за месяц все собрал, как у него это все получилось. Но это, конечно, человек, наверное, там жил, только этим занимался. И вы вспомните историю про Ниву из Тамбова, как Илюха говорил, что ее делали, там собирали, отстраивали очень долго, пока не добились именно стабильности. И вот это, она превратилась в такую аккуратную Ниву, которая у всех вызвала больше интереса, чем даже Илюхина семерка. Ему даже как-то обидно стало. Я говорю, ну что, приедем еще, и ты покажешь, и Нива покажет, и наша семерка покажет. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Все будет хорошо. Всем пока. Show must go.